Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня буду шить панамку для дочки из своих остатков ткани, из своих обрезков. У меня остался хлопок после пошива платья, такие небольшие куски, и мне как раз хватит, я думаю, для того, чтобы шить панамку. Хлопок довольно-таки плотный, с небольшим добавлением эластана, и я думаю, что мне эта ткань отлично подойдет для пошива панамки. Я буду шить панамку по выкройке из журнала «Люблю шить». У меня есть вот такой журнал, и я возьму из него выкройку. Для вас я также оставлю бесплатную выкройку, ссылку на бесплатную выкройку, где вы можете ее скачать и также шить такую же панамку для своих детей, ну, либо для себя. Я уже вырезала из бумаги детали панамки. У меня получается 3 детали. Одна деталь — это дно панамки. Одна деталь боковая часть и одна деталь это поля панамки. Теперь переношу бумажные детали выкройки на ткань и вырезаю. Панамку я буду шить двухстороннюю. Значит, я уже подготовила все детали, вырезала все детали из ткани. У меня получается 2 детали это дно панамки, 4 детали это боковая часть и 4 детали это поля. Боковую часть панамки можно сделать просто 2 детали, если у вас достаточно ткани, так как у меня ткани мало, поэтому я сделала 4 детали. Теперь беру 2 детали боковой части, складываю лицом к лицу, стачиваю вдоль 2 коротких срезов, затем отворачиваю припуск на одну сторону и прокладываю по лицевой стороне отделочную строчку. Притачиваю припуск, получается, прокладываю отделочную строчку на расстоянии 2 мм от шва с одной и с другой стороны. Теперь беру дно панамки, одну деталь, и прикалываю дно панамки к боковой части. Прикалываю по кругу, также совмещаю отметки. Отметки я все перенесла также с выкройки на ткань. Прикалываю по отметкам булавками и притачиваю на швейной машине. Вот так у меня получилось. Теперь также отгибаю припуск вниз и прокладываю по лицевой стороне отделочную строчку на расстоянии тоже 2 мм от шва. Теперь дублирую 2 верхние части деталей полей, для того, чтобы поля были более плотными. Если у вас ткань тонкая, то лучше, конечно, продублировать все детали панамки. Теперь беру 2 детали полей, складываю лицом к лицу и стачиваю вдоль коротких срезов, стачиваю в кольцо. Еще 2 детали полей, которые будут с изнаночной стороны. Внутри также стачиваю в кольцо по коротким срезам. Затем сразу стачиваю тоже 2 боковые детали в кольцо, складываю также лицом к лицу и стачиваю на машинке вдоль коротких срезов. И теперь также притачиваю дно панамки к боковым деталям.
прикалываю булавками по кругу и притачиваю на швейной машинке. Это будет внутренняя часть панамки, получается, изнаночная сторона. Также необходимо приутюжить швы и разутюжить припуски. У меня уже готова внутренняя и внешняя часть панамки. Теперь буду пришивать поля к лицевой стороне. К внешней части панамки беру продублированные детали полей, прикалываю также по отметкам, совмещаю швы, прикалываю булавками по кругу и притачиваю поля по кругу на швейной машине. Вот так у меня получилось. Теперь отворачиваю припуск на верхнюю часть панамки и также прокладываю отделочную строчку по лицевой стороне на расстоянии 2 мм от шва. Вот так у меня получилось. Теперь беру вторую деталь полей, которая будет внутри, прикалываю булавками, прикалываю по кругу, также совмещаю швы и притачиваю на швейной машине по кругу внутреннюю часть полей. Вот так я уже пришила поля, которые будут с внутренней части панамки. Теперь беру вторую часть внутреннюю панамки, также прикалываю лицом к лицу к полям, совмещаю швы, также совмещаю отметки, прикалываю булавками и притачиваю на швейной машине. Также необходимо оставить небольшое отверстие не зашитым для того, чтобы вывернуть панамку потом на лицевую сторону. Теперь необходимо расправить панамку и приутюжить сами поля и также всю панамку. Панамка моя почти уже готова. Мне осталось только сделать отделочную отстрочку по детали полей.
Просто на ширину лапки прокладываю по кругу строчку, сначала одну, и затем также на ширину лапки прокладываю вторую, третью, и так по ширине полей прокладываю отделочные строчки. Панамка моя уже готова, мне осталось ее только отутюжить, и я могу примерить ее на дочку. Я надеюсь, что это видео было вам также полезным, поэтому ставьте палец вверх, буду вам очень благодарна. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все, мы с вами прощаемся, всем пока!